Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. В этом обзоре пойдет речь о системе, которую, на мой взгляд, просто нельзя было оставить без внимания. Именно с этой модели началось развитие ассортимента действительно достойных акустических систем компании Hitachi. В этой акустической системе впервые был применен целый ряд уникальных конструктивных решений, которые впоследствии стали неотъемлемой частью акустических систем компании, в том числе и самого высокого класса. Она удивительно проста, но при этом содержит элементы, не имеющие аналогов в то время, когда ее создавали. Она малоизвестна, но является самой знаковой моделью компании. Она имеет невзрачную внешность, но при этом невероятно музыкальная. Итак, дорогие дамы и господа, встречайте первенца компании Hitachi акустическую систему Lodi HS500. В своем обзоре, посвященном компании Hitachi и акустической системе Lodi HS5000, я уже упоминал об HS500. Просто не мог не упомянуть, поскольку, как я сказал ранее, для Hitachi все началось именно с этой модели. Кстати, кто еще не видел этот обзор, обязательно посмотрите. Разрабатывалась акустика еще в 60-х годах. Можно сказать, что инженеры компании Hitachi очень ответственно подошли к поставленной задаче, поскольку работы по этому проекту длились целых 6 лет. Если учесть, что все это время были задействованы серьезные ресурсы компании, производственные мощности, высококвалифицированные кадры, то становится понятно, как дорого компании Hitachi обошлась разработка этих малышей. Акустика действительно очень компактная. Конечно же, по современным меркам она является очень крупной полочной АЭС, но в далеком 1969 году это был едва ли не самый распространенный размер корпусов для акустики ближнего поля. Высота акустики 610 мм, глубина 347 мм, а ширина 360 мм. Корпус очень крепкий, изготовлен из очень плотной четырехслойной древесной плиты. Акустическое оформление необычное. Как вы видите, порт фазоинвертора размещен в самом верхнем углу корпуса АЭС, тогда как низкочастотный динамик с небольшим диффузором диаметром всего 20 метров находится в самом низу. Инженеры компании Hitachi намеренно применили такой непопулярный метод для того, чтобы через систему Bass Reflex добиться с одной стороны высокой компрессии и низкой добротности динамика, а с другой за счет небольшого разрежения камеры АЭС повысить контроль над амплитудой колебаний диафрагмы динамика и таким образом достичь точности воспроизведения звукового сигнала и, напротив, понизить возможные искажения. Для того, чтобы обеспечить необходимую компрессию, корпуса АЭС были сдемпфированы звукопоглощающим материалом, который в 5 раз превышает плотность воздуха. Кроме того, низкочастотный динамик имеет уникальную конструкцию подвесной системы, которая была впервые применена именно здесь. Я уже несколько раз рассказывал про особенности работы фирменного подвеса Hitachi, на который, кстати говоря, у Hitachi был патент, и который когда-то очень хотели купить представители компании JBL, но мудрые самураи вежливо отказали, поскольку, казалось бы, такой простой на первый взгляд элемент, как подвес, для Hitachi стал визитной карточкой и впоследствии действительно хорошо поработал в премиальных АЭС этой компании. Так вот, особенность данного устройства в том, что кроме невероятной надежности и долговечности, такая конструкция обладает высокой радиальной жесткостью, что очень хорошо для центровки и стабилизации диффузора динамика. Как бы собранные в гармошку зубцы, которых в конкретно этом подвесе 480 штук, сформированы из синтетического волокна и уникальной пропитки, состав которой был засекречен и, как я понимаю, по сей день остается таковым. Такой подвес хорошо контролирует подвижную систему, не дает раскачиваться и в то же время за счет своей зубчатой структуры отлично гасит вредные резонансы. Напоминаю, HS500 выпускались с 1969 года. Этот подвес впервые появился именно на этой системе. Опять же, возвращаемся к акустическому оформлению. Сразу бросается в глаза некий дисбаланс размера корпуса АЭС с размером низкочастотного динамика и его компоновки. Но как раз данная особенность выделяет эту систему на фоне всего того, что было сделано в те годы. И, конечно же, подобное решение дало хороший результат. Несмотря на свои скромные размеры, излучающие поверхности диффузора, этот динамик действительно способен удивить своими параметрами. В безэховой камере акустическая система показала параметры по низу от 30 Гц. Конечно же, не менее важно то, что у низкочастотного динамика с маркировкой L200 имеется прекрасная магнитная система, сконструированная на очень качественном магните Alnico, в котором была применена оригинальная система вентиляции с демпферными клапанами по периметру. Так разработчики повысили вентиляцию катушки для отвода тепла, а демпферы в отверстиях выполняют функцию пассивных фильтров, которые с одной стороны препятствуют возникновению резонанса в магнитной системе, а с другой контролируют пропускание необходимого количества воздуха для охлаждения катушки. Кстати, катушка имеет не слабый диаметр 10 см.
Для небольшого диффузора диаметром всего 20 метров эта катушка размещается прямо в самом центре конуса диффузора, что позволяет получить очень высокий КПД при минимальном уровне искажений на краях диафрагмы. Высокочастотный среднечастотный рупор в этой системе с маркировкой H70HD также прекрасен и одновременно прост. Вы только посмотрите на него. Он одновременно и лаконичен, и прекрасен. Как будто это элемент акустической пушки, задача которой свалить на повал всех конкурентов. И не только блистательным качеством сборки, но, что самое важное, звуком. Вы знаете, судя по тому, сколько экземпляров АЭС выпустила компания, и как по сей день за этой системой гоняются поклонники ее звучания, а их, поверьте мне, до сих пор очень много во всем мире, то становится понятным, что так называемая пушка выстрелила и попала в самое сердце потенциальной аудитории, на которую компания ориентировала свой продукт. Корпус рупора вытачивался из цельной алюминиевой болванки, то есть не экономили от слова совсем, поскольку, как вы знаете, при таком производстве треть материала идет в отходы, элементарно в виде стружки. Все, кто сталкивался когда-либо с рупорными АЭС, замечал так называемый рупорный окрас. Рупорный окрас – это не что иное, как нелинейные искажения. Где-то в большей, где-то в меньшей степени это присутствует. Так вот, чтобы не допустить подобного в своем динамике, инженеры Hitachi сделали целый ряд доработок. Прежде всего, это сложная конструкция компрессионной камеры драйвера и правильно рассчитанный рупор. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в этом нет. Например, в том, чтобы правильно рассчитать конструкцию рупора, но огромное количество крикливых изделий говорит нам об обратном. Итак, для того, чтобы избежать сильных нелинейных искажений из-за чрезмерного звукового давления в горловине рупора, инженеры Hitachi повысили точность обработки и расчетов площади горловины рупора к площади диафрагмы, а также степень сжатия и контроль сопротивления по отношению к длине рупора. Таким образом был получен результат по искажениям меньше 1%. Драйвер был разработан на основе тончайшей лавсановой диафрагмы. Кстати, этот материал был изобретен в Советском Союзе, в Академии высокомолекулярных соединений в городе Ленинград в 1949 году. Рабочее наименование полученного материала – полиэтилен-терефталат, или по-простому термопластик. Почему назвали лавсан? Да потому что это аббревиатура, сложенная из первых букв лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук. Все просто. Кстати, спустя несколько лет, в 50-х годах, чудесным образом компания DuPont в Англии патентует свой полимер со 100% идентичностью нашему лавсану и называет его Mylar. Отсюда и наименование во всех западных справочниках нашего лавсана, ихним Mylar'ом. Ну да ладно, это так для общей информации тем людям, которые привыкли пинать все отечественное и говорить, что мы ничего не умеем, все хорошее было сделано где-то там на Западе. Вот примерно так оно и было сделано. Возвращаемся к нашему предмету. Итак, почему лавсановая диафрагма, а не, например, алюминиевая или титановая? А потому что в данном проекте лавсан подошел лучше всего. Кроме того, этот материал очень долговечен и он обладает высокой стойкостью к влаге и окислению. Разработчики поместили диафрагму из этого полимера диаметром 14 мм в камеру драйвера с зазором всего 0,3 мм. Для обеспечения прочного крепления и гашения резонансов в компрессионной камере излучателя диафрагму закрепили кольцом из специально разработанной смолы, зафиксированной кольцом из прочного дюралюминия. И все это сделано в микрозазоре. Легкая и прочная диафрагма была оснащена катушкой, намотанной алюминиевым проводом. Опять же для общего облегчения конструкции и также для лучшего отвода тепла и охлаждения. В итоге получилось изделие с очень ровным АЧХ, которое работает по верху до 20 кГц. Также рупор имеет акустическую линзу для улучшения направленности излучения. Акустическая система оснащена многоканальным портом для подключения внешнего активного кроссовера. Корпуса АЭС отделаны натуральным шпоном грецкого ореха. Диапазон частот от 40 Гц до 20 кГц, в коридоре плюс-минус 4 дБ. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 88 дБ. Вес одной колонки 22 кг. Дорогие друзья, тест этой системы выйдет отдельно, так что подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и как только я выпущу ролик с тестом этой системы, вы точно его не пропустите.